Будем следить. Это гребешок для волос. Там волосы, что ли? Она здесь. Она в той комнате. Как ты это понял? Димон, быстрее! Димон, это что было? До сих пор находимся в огромном шоке от того, что произошло с птицей. Мы не понимаем. Ребят, всем привет! Здорово. Как вы помните, в прошлой серии ведьма очень сильно сагрессировала на нас после того, как мы забрали ее личную вещь. Именно ту расческу с волосами, которую мы посчитали то, что максимально нужна нам. Ведь, ребят, благодаря этим волосам мы надеялись, то, что мы сможем определить, чья личность скрывается за этой ведьмой и вообще, кто проживал в этом доме. Исходя из того, как мы узнали бы личность, мы бы поняли, реально ли в этом доме жила ведьма, или это просто какая-то легенда и байки, которые рассказывают детям перед сном. И да, ребят, мы, как и обещали, мы поехали к нашему знакомому, договорились, он нас принял в свою лабораторию, мы посмотрели с ним эти волосы. И какое же было разочарование, когда мы поняли то, что на этих волосах не осталось ни одной луковицы. То есть, по сути, эти волосы просто можно взять и выкинуть в помойку, потому что сейчас, исходя из того, что от них осталось, никак невозможно определить, чья же это личность. Но мы на этом не остановились, мы стали копать еще глубже, понимая то, что нам жизненно необходимо разобраться, кто же все-таки стоит за этим домом, кто же эта ведьма. И да, ребят, мы сейчас неспроста у этого дома. Напомню, кто не видел предыдущую серию, обязательно посмотрите, но я дам небольшую подсказку. Этот дом, где мы сейчас находимся, это соседний дом от дома ведьмы. И мы неспроста здесь. Мы начали еще больше копать, и у нашего знакомого полицейского узнали, что произошло в этом доме. Он сказал то, что это секретная информация и может частично нам совсем поверхностно рассказать, что здесь произошло. Соседи заметили в один из вечеров то, что в этом доме больше не горят окна. Хотя, по сути, эта семья должна быть дома. Уже был поздний час. Приближалась примерно к 11 часам, как нам рассказали из личного дела. И да, ребят, на утро они также не увидели нигде эту семью. Она просто пропала без вести. И все. То есть вы понимаете? На самом деле это очень крипово звучит, Диман. И самое страшное даже не это, а расскажи, что потом нашли в этом доме. Да, когда начали осматривать этот дом, чтобы понять, что произошло с этой семьей, в каждой из комнат нашли по зубу. Корявому, длинному зубу. Вы представляете? И все это произошло здесь. И до сих пор неизвестно, что же произошло с этой семьей. Но самое, что настораживает нас, то, что это произошло рядом с домом ведьмы. И это семья первая, которая пропала из этой деревни. Остальные дома, которые в дальнейшем пропадали, непонятно, что и с ними произошло. То есть, ребят, эта ведьма не хочет отставать не только от этой деревни, но теперь и от нас, видимо. Поэтому мы сейчас направляемся в этот дом. Опять же повторимся, то, что вы помните, какую агрессию она проявила на нас. Тёмыч вообще чуть не упал, когда стул полетел прямо в него. Да. Вы все это видели? Поэтому мы сегодня хотим с ней поговорить. Да, ребят, вы не ослышались. Поговорить через ЭГФ. Кто не знает, ребят, это такая система, где мы просто сейчас записываем все шумы, которые происходят в доме, на специальный, очень хороший микрофон. После этого идет необходимая обработка, где удаляются все разные шумы и поднимаются нужные частоты. И тогда мы сможем понять, задавая какие-то определенные вопросы, что она хочет, для чего она вообще все это делает и кто же она такая. Поэтому, ребят, давайте не будем медлить. Меньше разговоров. Всем приятного просмотра. Не забывайте нас поддержать, поставить колокольчик, подписаться на канал и оставить комментарий. Ну а сейчас мы погнали, ребят. Давайте, пожелайте нам удачи. Ребят, вы знаете, как мы любим проводить время вместе с вами вне наших роликов. Именно поэтому мы с Тёмычем начали играть на проекте Радмир РП. Да-да, ребят, именно там мы сможем постоянно вместе с вами проводить очень круто свое личное время. Вы только вдумайтесь, там можно буквально все, как в реальной жизни. Мы можем с вами быть гонщиками, сможем с вами быть какими-то криминальными людьми, которые будут разруливать какие-то интересные дела в городе. Или можем просто законно жить, развиваясь, покупая какие-то крутые коттеджи
коттеджи, крутые тачки, прокачивая эти тачки в своем гараже, делая их заниженными или ставя какие-то крутые турбонаддувы. Все это, ребят, возможно в этой игре. И самое крутое, то, что мы с Тёмычем только начинаем играть в эту игру, поэтому у вас есть прямо сейчас возможность начать развиваться в этой игре вместе с нами. Запоминайте, 18 сервер, вы всегда сможете нас найти в наше свободное время именно в этой игре. Вводите Диман Зебра, именно по этому нику вы сможете понять то, что в этой игре играю именно я. И это еще не все, ребят, если вы введете наш промокод Зебра большими буквами с самого начала игры, то вы сразу же получите офигенный денежный бонус для легкого старта. Самое крутое то, что в эту игру можно играть как с компьютера, так и с мобильного устройства, и неважно это Android или Apple, просто вводите Hustle Online, вы сразу же найдете эту игру. Ссылочку на бесплатное скачивание игры вы сможете найти в описании. Ребят, качайте игру, мы вас там ждем. Давайте проведем очень круто и приятное время вместе с вами. И разорвем эту игруху, этот сервер, и будем самыми крутыми и самое главное на этом сервере. Ребят, ссылочка в описании. Здесь все поменялось без снега. Ты видишь, какие здесь? Лопата. Интересно, что еще мы сможем найти под растаявшим снегом? Может быть, где-нибудь рядом с этой штукой посмотреть? Давай запомним. А почему чердак закрыт? В смысле закрыт? Видишь? Да. Так, а он оставался открытый, да? Мы оставляли его открытым. И, кстати, ребят, все камеры, которые остались в доме с прошлого раза, они до победного снимали, но ничего интересного там не было, в отличие от того момента, что мы видели на чердаке с этим креслом. Ладно, пойдем в дом. Что это было? Это оттуда, из того дома? Почему вода качается? Диман, звук шел отсюда. Стой. Диман, там что-то подо льдом. Чем можно? Подожди. Давай фонарь. Тише. Лопата старая, она гнёт. Бесполезно, лопата не держит. Там ничего? Давай посмотрим со стороны. Свети. Пусто. Пусто. Почему? Не Почему знаю. тогда она затряслась? Я не знаю, Диман. Стой. Может, вода закапала? Все-таки тает все? Кран до упора. Нет воды. Подожди. Это там. Там кто-то есть в бочке. Ты уверен? Да. Дай фонарь. Я слазю туда. Нет. Здесь ничего. Но почему? Что мы видели?
Ты слышишь? Какая-то собака еще лает. Какая здесь может быть собака? Здесь никого нет из людей. Ладно, пойдем делать ИГФ. Нам нужно задать огромное количество вопросов ей. Так, там на компьютере все готово? Да, почти все. Так, Диман, еще емкость какую-нибудь надо. Чтобы микрофон туда поставить. Чтобы звук правильно считывался. Потому что иначе запись будет недостоверной. Я схожу, что-нибудь посмотрю. Пока достраивай, чтобы все правильно считывалось, хорошо? Давай. Так. Это слишком маленькое. Микрофон должен полностью погрузиться. Что это за жидкость? Пока не хочу трогать, но как вариант. Вообще мне, конечно, не дает спокойствия вот эта бочка и то, что здесь произошло. Что здесь были за стуки? Почему ванна со льдом вся тряслась? Неспроста мы там движение видели на этом чердаке. Ох, как неспроста. Так. Идеально. Думаешь, кастрюль подойдет? Я думаю, да, она тоже будет рассеивать отлично. Просто обычно делают со стаканом, но да, рассеивать должно, и все-таки это предмет прям ведьмы. Может быть, этот дождь даст какие-то плоды. Ой, так жутко прямо здесь, в той комнате, где столько всего произошло. Особенно с этим стулом, день, который здесь проходила, эти фамилии, вот этот странный шкаф с ее вещами. Не знаю. Но давай попробуем с ней поговорить. Так, больше мы не найдем ответов. Я включаю запись? Да, давай, ребят. Начинаем транскоммуникацию. Что ты хочешь? Ты здесь? Что ты сделал со всеми жителями деревни? Дай знак, если ты здесь.
Надо проверить на этом кусочке, получилось нам поговорить с ней или нет. Да, давай, выключай запись. Готово. Можно слушать, Диман. Пойдем сюда. Там подключение есть. А, подрубил? Да, ну и так подключено, громкость увеличил. Так, ну давай. Погнали. Ничего, да? Ничего. Что ты хочешь? Я здесь одна. Здесь? Я здесь одна. Что ты сделал со всеми жителями деревни? Я здесь одна. Вы здесь одни. Вы здесь одни. Я здесь одна. Охренеть. Диман? Ты это слышал? Ей вообще не нравится то, что мы здесь. Да. Я теперь просто на 1000% уверен, что она здесь причастна за тем, что здесь все люди пропали в этой деревне. Получается, что так. Нам незачем здесь оставаться. Здесь есть выход через окно. Не знаю. Там стрёмно вылазить. Только форточка. Только форточка. Так не пойдет. Нет, здесь мы не пролезем. Здесь мы не пролезем. Пойдем. Диман, я туда не хочу идти. Может, проще здесь с утра дождаться? В этом доме нельзя оставаться. Ты сам все видел. Ты все слышал своими ушами. Все, валим отсюда в тачку. Да. Ты чё? Смотри, Открыто. она походу вышла оттуда. Блин. Пойдем в машину. Пойдем. Ребят, вы сами видели, что происходило за все время, пока мы здесь находились в этом доме ведьмы.
Вы слышали много страшных вещей. Вы видели страшные проявления ведьмы, и все это мы пережили вместе с вами, и это очень круто. Ребят, поддержите нас, если вам реально понравилась эта история с ведьмой. Ставьте лайки. Но самое главное, что мы хотим увидеть от вас в комментариях, это ваша история. Возможно, именно следующий ролик будет с твоей историей. Поэтому обязательно оставляйте в комментариях какую-нибудь крутую, сочную историю. Но у нас с Тёмычем есть еще идеи, куда мы можем съездить. Вам точно это понравится. Контент будет точно разрывной. Вы офигеете от того, что вас ждет. Но ваши, ребят, истории мы тоже, конечно, ждем. Спасибо, ребят, то, что разделили с нами эту страшную историю про ведьму. Мы очень сильно это ценим. Благодаря этому мы находили все больше и больше сил, чтобы возвращаться в это страшное место. Ну а на этом мы будем заканчивать. До новых встреч. Увидимся. Пока.